Всем привет! Рада видеть тебя на моем канале. Сегодня я покажу приложения, которые я часто использую на своем планшете. И они для учебы, либо для какого-то планирования, разных таких штук, и просто для своей жизни использую. Они очень удобные. Так что, если тебе интересна эта тема, оставайся, подписывайся, ставь лайк. Не забудь, я все вижу. Вот, и погнали! На главной странице у меня раньше были барашки Шоны, но в 23-м году я поменяла заставку, которая мотивирует меня. На главной странице часто использую приложения, такие как YouTube, Telegram, GoodNotes и Pinterest. Это самые используемые мои приложения вообще за все время. YouTube, думаю, Telegram большого внимания не достоин, но не нужен, потому что все его знают, как и Pinterest. Показываю свое приложение для учебы в университете, часто использую его. Это GoodNotes, это приложение для конспектов. Оно бесплатное, но, например, конспекты у тебя более 3 тетрадок, то тебе нужно заплатить за него. Вот, оно очень классное и удобное. Я все свои конспекты занесла в один журнал, и оно без ограничений вроде бы листиков, потому что у меня там уже 70 листиков, и оно без ограничений. Я туда все внесла, и у меня есть страничка с английским, и с английские какие-то упражнения, и вот операционный менеджмент, это все мои конспекты. Очень удобно. Здесь можно писать. С Apple Pencil вообще шикарно. Можно писать разные заголовки, менять разные вообще цвета, размеры, приближать. Есть удобное, кстати, иногда пользуюсь, это колечко вот такое вот, где ты можешь приближать свои и писать что-то более мелко и удобно вообще в приложении. Есть также в этом классно, сейчас покажу, что можно сделать. Можно делать разные фигуры, ты просто задерживаешь нажатие и делать разную фигуру. Можно также сделать с заливкой, но мне с заливкой не очень удобно. Также эластик, где ты можешь убирать. Классное, например, если я пишу какой-то текст, можно выбирать разные шрифты. Например, напишу today. Ой, ладно, пусть будет окей. Написала я слово окей, могу и также сделать какое-то выделение, например, разное выделение можно сделать разными цветами. И также есть, сейчас покажу вам, цвета, можно более светлый, я беру чаще всего какой-то светлый, цвет, вы поняли. Это все зависит от вашего вкуса. И также есть очень классная функция лассо, где ты можешь взять, например, которые тебе нужны элементы и переместить их на любую вообще страничку, скопировать. Можно также изменить размер. Вот, вы можете, например, написать очень какими-то большими буквами, потом я часто меняю размеры, уменьшаю, потому что шрифт у меня очень большой, и чтобы уменьшить, и было это красиво. Также классно здесь можно разные фотографии вставлять тоже с этим лассо. Я свою библиотеку показывать вам не буду. Вот, классно есть приложение с стикерами, где вы можете подписать стикера. Сейчас добавлю фотографию, например. И можно к этому добавить комментарий. Вы можете добавлять комментарий, иногда я так делаю, чтобы не забыть, например, фотография, к чему она вообще нужна, здесь эта фотография, и ее никто не видит. Когда я делаю демонстрацию, часто использую также указку. Это указка, которая, видите, исчезает, вы можете ее сделать, тут есть, вот, видите, точка просто. Есть именно, как я люблю, вот такая вот указка, и пока вы держите руку, она не исчезает. Вот, классное приложение, где можно также использовать, видите, у меня второе есть окошко, и очень классно. Можно также делать, тут есть структура. Вот, видите, это структура, которая моих занятий. Вот, структура моих занятий, где я могу делать миниатюрки. И вот, смотрите, сколько у меня страниц по конспекту. И также это очень удобно, очень классно. Ты все, свою тетрадь, не надо брать кучу блокнотов, книг каких-то, берешь планшет и идешь с ним. Вообще, очень круто. Избранные есть. У меня избранных нету, но вот структуры я делаю. Это первая страница моего предмета. Например, управленческий анализ начинается с 22 страницы. Бюджетирование со 152. Короче, классное приложение, достойно вашего внимания. И еще плюс бесплатная версия. Так, кстати, я думаю, вот все знают, вот Canva. Canva классное приложение, использую часто для каких-то презентаций. В университете есть классные эти шаблончики с приложениями. Например, у меня был мобильный додаток Carpet. Вот, оценка стран, например. Сейчас покажу вам немножко
как у меня показываются мои презентации. Быстро можно сделать презентации и вообще без каких-то больших навыков, например, в презентации от Excel. Вот. Очень классно. Zoom, думаю, и Classroom. Мы иногда там делаем задания, поэтому она у меня есть. Так, тут финансы — это мои вообще приложения, которые нужны по финансам. Pinterest. У меня большая вкладка Pinterest, где я очень мотивируюсь. Я еще знаю, что есть приложение, по-моему, Behance называется. Классное тоже, с мотивирующими картинками. Вот, у меня есть вкладки сохраненные. У меня очень много сохраненных пинов по одежде, дому, вообще блогингу и всего такого. И вот по конспектам iPad, как бы я хотела все это вести. Сейчас покажу. Вот такое вот приложение у меня. Оно просто очень заряжает мотивацией. Я на вечер его всегда смотрю, чтобы утром проснуться замотивированной. Вот. Следующее приложение — это Notion. Классное приложение, это типа аналога Excel, которое просто облегчает жизнь, как база данных, где вы можете делать свои вообще сайты. Не для общего пользования, кстати, для общего пользования тоже, но это как ваш огромный блокнот, где вы можете делать ссылки, например, сделать блокнот и в каждом сделать ссылку, и в каждой этом блокноте сделать еще блокнот, и сделать целый свой мир, который будет очень удобен. Например, у меня есть трекер привычек. Я его только сделала, поэтому смотрите, как оно происходит. Вы делаете галочки, то есть очень классное приложение, удобное, чтобы вас как-то держать в этих варежках, вот, в рукавичках ежовых, вот, мне это очень нужно иногда. Так, дальше идет у меня YouTube. YouTube — это мои вообще видео, идеи с видео, где я бы хотела сделать. Я могу сделать также их отфильтровать по tags, это у меня в каком положении сейчас находится видео, например, в процессе начато, и это только сегодня сделала, поэтому есть начатые видео, но которые я сюда еще пока не внесла. Коллаборации, я надеюсь, что это будет видео популярное, я буду популярной, вот, и какие-то предложения по вообще к видео, можно также даты, вообще можно делать все, что хочешь, и фильтровать по каким-то дополнительным ячеечкам. Также у меня есть вот это, я недавно пробовала. Это вообще мой пробный вариант, пока что я вам показываю, где я вот скрины личные, то есть я делаю заголовки и к ним странички, которые я могу открывать и которые могу там что-то делать. Также здесь календарь, где я могу делать какие-то свои заметки, то есть и этот календарь я могу в виде календаря сделать, либо в виде вообще из таблицы, еще чего-то, то есть вообще безгранично. С бюджетом также можно сделать. Смотрите, какой есть классный reading list, это где книги, которые я прочитала, можно также прогресс сделать свой, статус, в какой статусе находится прочтение вашей книги, сколько звезд вы даете, кто это, также можно какие-то цитатки выписывать. И к каждому страничке вы можете фотографии, смайлики, свои какие-то предложения, мысли, это просто какое-то безграничное свой блокнот, я не знаю, свой мир, который, не знаю, мне так это нравится, только недавно скачала, но я в нем полностью прониклась этим приложением, и полностью меня отсюда пока не вырвешь. Вот. Также показываю приложение, которое мне нравится, это Procreate, оно платное, стоит в районе $15. Я делаю какие-то рисуночки там рисую, мне нравилось, например, вот один из моих рисунков, которым я горжусь, можно так сказать. Ну, не знаю, мне она очень нравится, такой вот этот скетч, можно так сказать, вот такой, не самый удачный, но неплохой, с какими-то картинами. Тут есть, можно заполнять, например, вот скетч с... Я была голодная, уж простите. Можно сделать какие-то, добавлять кисти, очень много кистей сохранила я. Вот классное приложение, где ты можешь делать свои, вставлять свои фотографии и на них рисовать. И вот как-то так происходит вообще разные кисти, разные вещи. Вы можете сделать какой-то скетч небольшой сюда сохранить и по его делать набросок какой-то. Менять ширину, вообще классное приложение, где вы можете также сделать какой-то градиент. Многие художники пользуются этим приложением, потому что оно очень удачно, и вы покупаете подписку всего лишь один раз, и больше вам покупать не надо, как-то вообще шикардосно. Также, кстати, знаю, что я продаю кисти, вот. Но кисти я скачала бесплатно в Телеграме, в каких-то сайтах, ну, каких-то страничках в Телеграме, группах. Также у меня классно есть видеолип. Думаю, многие знают, это для видео каких-то делаю.
Английский часто это Duolingo и Busy. Я немножко его, конечно, закинула, но очень классные. Они немножко были в самом начале легкие, но надо было пройти легкие этапы, чтобы дальше какой-то свой уровень повысить, знаете, чтобы приложение поняло, что вы не новичок. Так, также у меня есть 7-й элемент. Это недавно очень популярное приложение, которое используют для Инстаграма. Тут есть оно большинство платное, но есть какие-то классные фигурки, которые можно использовать для сторис бесплатно. И такое не сильно достойно внимания, но некоторые интересные. Оно очень сильно много закрытых и платных вариантов. Так, есть также Sharp 3D. Sharp 3D это такое приложение с 3D рисунками. Я пока в нем не до конца разобралась вообще, но вы можете делать какие-то 3D модели с помощью каких-то, сейчас покажу вам, с помощью каких-то кружочков, с помощью вообще геометрических фигур вы можете сделать какие-то варианты, я не знаю. Вот, и я вообще только, я его давно скачала, но как-то до конца не могу разобраться, потому что для меня, видимо, для моего мозга это очень сложно. Вот. Так, что еще интересно вашего внимания из этих приложений? Из Eraser, не знаю, правильно ли я читаю, это приложение, которое удаляет задний фон. Раньше, когда, например, было, невозможно взять фотографии, очень часто использую, кстати, для отзывов магазинчик свой, вот, и вот как-то так можно убрать, у меня руку немножко съела. Так, ручку съела, я ее уберу вообще, наверное. Короче, можно поиграться, можно сделать авто с какой-то, нет, стой, вот сюда. Можно поиграться и убирать задний фон. Очень удобное приложение, можно как-то интересно что-то сделать. Так, и аудиотриммер это приложение с музыкой. Это не приложение, это сайт с музыкой, который я могу бесплатно использовать в YouTube для ваших видеороликов. И Hi-Day, не знаю, это классная игрушка, которой играю я. Так. И Vectornator, кстати, интересное приложение для, может, если вы хотите заняться дизайном на планшете. Я тоже пыталась начать, но как-то все не дошло. Вы можете делать какие-то классные проекты, какие-то логотипы, кстати, интересные, делают в Vectornator, а потом переносят на ноутбук и доделают уже там проект, либо просто тут, если у вас есть много времени, что-то интересное придумать. Есть много классных кистей. Также вы можете, Vectornator, оно векторное изображение делает, которое можно переместить на более большие объекты, меньше, без искажения в каких-то деталях. Вот. И многие, не знаю, пользуются. Я пользовалась, но у меня не было каких-то четких целей, чтобы его использовать. Так, кстати, я этот Vectornator, Notion, который мне очень нравится, перенесу на главную страницу, потому что она очень крутая. Фух, на этом, я надеюсь, все. Я сказала все, что хотела, и надеюсь, вам было не очень скучно со мной. Вы что-то для себя интересное возьмете, потому что приложения очень крутые и стоит вашего внимания. Особенно я смотрела видео про Procreate, стоит ли его покупать, я очень боялась, потому что это такие приличные деньги. Вот, и не пожалела о том, что упала. Вот, и не пожалела о том, что я купила это приложение, потому что очень интересно, очень классно, и вы можете развивать свою креативность, какие-то штуки клевые делать, и это все приведет к вас лучшей версии себя. Спасибо, что были со мной, и тыкайте на видео, которое здесь где-то будет, и следите за мной. Люблю, целую.